Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы с вами приготовим быстрое, вкусное, праздничное блюдо – курицу в духовке. Праздничное не потому, что я курицу готовлю только по праздникам, а потому, что немножко с ней нужно заморочиться, то есть заранее замариновать. Курицу мы будем готовить в духовке на бутылке. Это старый способ, почему-то забытый, но он беспроигрышный. Курица всегда получается очень вкусная, сочная. Всем моим домашним очень нравится. Итак, приступим. Для начала возьмем тушку курицы. У меня вот такая вот курочка, точнее это цыпленок, бройлер, на 1,7 килограмма. Я ее хорошенько промыла, обрезала лишний жир в этих местах, отрезала хвост, я его не люблю. И отрезала лишнюю шкуру около шеи, чтобы она не горела в духовке. Теперь нужно приготовить маринад. Я буду курицу мариновать в майонезе с чесноком и специями. Вот на такую курицу 1,5–1,7 килограмма я возьму, вот у меня 5 мелких зубчика чеснока. Через пресс выдавлю их в чашку. Пресс у меня такой старый, заслуженный. Но он мне очень нравится. Чеснок выдавила. Теперь нужно добавить 5 столовых ложек майонеза. Вообще, на самом деле, маринад можно приготовить любой. Можно взять французскую горчицу, добавить в нее масло и специи, соль, само собой, разумеется. Можно, кто-то маринует в соевом соусе, по-всякому. Я делаю самое простое, что может быть, что есть всегда в холодильнике. Чеснок, майонез, специи. Так, размешиваю хорошенько. В принципе, можно больше ничего не добавлять. Но я добавлю хмели-сунели, приправу. Примерно чайную ложку. Все это дело размешаю. Готово. Теперь нужно посолить тушку. Солить нужно аккуратно, потому что в майонезе есть соль. Примерно чайную ложку соли вовнутрь тушки. Натираю тушку изнутри. Чайную ложку сверху курицу намазать солью. Теперь намазываем курицу майонезом со специями. Сначала я изнутри ее промазываю, потом снаружи. Так хорошенько. Теперь нужно либо накрыть чем-то полиэтиленовым, либо замотать в пищевую пленку. Я буду заматывать тазик с курицей в пищевую пленку. И в таком виде ставим курицу в холодильник, либо в любое прохладное место мариноваться часов на 8–10. Я обычно это делаю с вечера. То есть с вечера курицу намазываю и оставляю в холодильнике до утра. Утром можно запекать. Прошло 8 часов. Курица замариновалась. Теперь можем ее запекать в духовке на бутылке. Для этого нужно провести приготовление. Так как у меня высота будет, бутылка литровая высокая, я буду противень ставить на самое дно духовки. Противень должен быть глубокий, потому что в него мы будем наливать воду. С курицы будет капать жир, чтобы он не горел, нужно, чтобы он капал в воду. Я взяла вот такую стеклянную бутылку из-под сока, специально сок купила. Раньше, когда мы это все делали, продавалось в магазине молоко в стеклянных бутылках пол-литровых с широким горлышком. Было удобно, они были пониже. Теперь уже таких бутылок нет. Бутылка от сока подойдет. Значит, в бутылку нужно налить теплой воды. Можно, конечно, и холодную воду налить, потому что мы будем в неразогретую духовку ставить всю нашу конструкцию. Когда вода теплее, она быстрее начнет кипеть и испаряться внутри курицы. Наливаю в нее воду. Вот примерно 5 сантиметров до конца не доливаю. Снимаем целлофан с нашей курицы, достаем нашу птицу и водружаем на бутылку.
Вот таким образом птица сидит на бутылке. Вот я вам со всех сторон ее покажу. Вот так она красиво сидит. Сейчас я всю эту конструкцию поставлю в духовку и, напоминаю, налью воды в противень. Затем выставлю на духовке 180 градусов на час. Так как у меня духовка греет снизу и сверху, я не буду курицу укутывать сверху в фольгу. Если же ваша духовка греет только сверху, то лучше верхнюю часть укутать в фольгу и поставить на час. Вот. Значит, через час я включу конвектор в духовке и выставлю еще 10 минут для того, чтобы вся курица покрылась золотистой корочкой. Не только верхняя вот эта вот часть и крылышки, а вся курочка. Если не хватит, если, допустим, ножки еще будут бледные, можно еще 10 минут, но не больше. То есть в общей сложности курица в духовке максимум 1:20 должна находиться, при том, что ее вес 1,7–1,8 килограмма. Если курица меньше, допустим, там килограмм или 1,2 кг цыпленок, то, конечно, время уменьшайте. Тогда уже, допустим, до конвектора не час, ну а минут 40. И посмотрите. Итак, все, ставлю нашу конструкцию в духовку. Ну вот, друзья, прошел 1 час 20 минут. Я достала из духовки нашу конструкцию, курицу на бутылке. Посмотрите, какая румяненькая она у меня получилась. Теперь ее нужно снять и выложить на блюдо. Я приготовила блюдо, 2 вилки. Ну и теперь попробуем. Так. Вот она, наша курочка, красавица. Вот такая симпатичная, румяная и очень вкусная курица у нас получилась. Рецепт этот беспроигрышный. Курица сочная, вкусная, понравится и взрослым, и детям. Посмотрите, мой помощник и тоже пришел курочку кушать. Арчибальд побежал к своей тарелке. Мама еще не положила курочку. Праздничная курица у нас готова. Можно подавать на стол. Подписывайтесь на мой канал. Таким образом вы будете всегда иметь под рукой быстрые, экономичные и очень вкусные рецепты. Пишите комментарии, ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Желаю всем здоровья, счастья и приятного аппетита. До встречи на моем канале.